Вот эти люди пытаются в Венесуэлу лететь. Два заявленных новых человека. Вот этот проверенный, вот эти два на... Понятно, причем. Решили тичер за 8 и колу за 170. Короче, нас четверо летим в Венесуэлу, рейс 905. Распечатать QR-код, который оформлен на сайте Венесуэлы, ПЦР. Билеты, паспорт, деньги мелкие. Говорят, не такая уж дешевая страна. Лети на остров Маргарита. Да, и самый главный минус, что за $10 там ничего не купишь. Просчитываем пить, курить, покататься на машине, если получится. Может, в остров Каче. Человек отвалился у нас, потому что у него паспорт заканчивается через 2 месяца. Его бы не пустили, надо минимум 6. Все. Первый раз такой летит до хрена. Остров Маргарита, Венесуэла. 13,5 часов. Это бардак вообще. Ну что, буду описывать вам вчерашний день, который прошел сумбурно. Поехали. Буду рассказывать и параллельно показывать номер. Как и в Мексике, разница по времени часов 7. Поэтому в первую ночь проснулся в 3, провалялся до 6:45, листая соцсети. Благо Wi-Fi от Reception более-менее добивал. Но видео все равно грузится долго. То, что сюда с сентября зашел только Pegas, понятно по названию авиакомпании Икар, он же Pegas Fly. Когда мы вошли в самолет, я сразу захотел выйти и подождать следующий. Ну нахер. Мониторов, а соответственно фильмов нет. Один разъем USB в раздолбанных ручках кресел вроде был. Не уверен, что рабочий. Высоким и широким мужчинам вообще не вариант сидеть комфортно. Первый раз в жизни захотели что-то купить на бортовом duty free, когда узнали, что лететь 13:30, но не получилось. Ни хрена нет. Кормежка один раз, сока только 2 вида, яблочный и томатный. Вода, чай, кофе, колы нет. Молока и лимона может не быть тоже. Обратно так точно. Моя с телеком. Один туалет. Здорово, сосед. Так, напоминаю, это трешка. К выбору отеля относитесь, конечно, серьезно. Пока еще не знаю все плюсы и минусы, но 2 кровати без телека. Второй туалет. На территории есть полупустой магазин с несколькими видами рома по завышенным ценам и отсутствием сдачи. Дискотека с 9 до 11, большая, на которой никто не ходил. И спортзал с 3 тренажерами. Вот греется вода. Кондиционер фигарил, вообще бомба. Комната с диваном, с телевизором, с кухней. А вечерняя анимация, она же караоке, достойна отдельного рассказа. Набухавшись в баре коктейлей, разнообразие подачи которых оставляет желать лучшего, я имею в виду пластиковые стаканы, туристы из всех регионов России, а таких процентов 80, вдруг становятся певцами. Горло дерут часов до 11-12. Ой, птичка. Прилетели в Венесуэлу, отстояли очередь для взятия ПЦР-теста за $60, потом паспортный контроль. Ну, все относительно быстро. Процедура взятия мазка только из носа. Это что-то. Засунули так, у меня чуть глаза не вылезли. Поначалу я думал, что это только формальность, потому что подсчету денег уделялось больше значения, чем самой процедуре. Ёлки-палки, все деньги одними рублями. Не мешайте меня, а то я буду начать сначала. И в придачу палочка с Артеминым анализом
анализом оказалось на полу, но ведь быстро поднятое не считается упавшим. Результаты пришли на следующий день. У меня лично они легли в папку спам. Такое впечатление, что и тут Пегас имеет свою доляху. $10 как минимум, так как тест на острове 50. Это авиакомпания Пегас и Пегас Флай, авиакомпания Икар. Такая хрень. Я думал, я все видел. Я жаловался на Мексику, на мексиканский Азур, но это пипец. Поэтому надо выпить. Вот Тёмка сказал. Они на острове монополисты, а дешевый тур сюда отбивает конскими ценами на экскурсии. Но сейчас скажу то, что кого-то успокоит, а кого-то и напряжет. Позже познакомились с ребятами, у кого тест был положительный. No! God, please, no! No! И никого никуда не посадили. Гуляли на полную катушку. У меня и Макса вечер на 5-й, видимо. Была температура, спас пакетик жаропонижающего, пропотели, а на следующий вечер уже знобило. Таблетки парацетамола или какой-то там ЦЦЦ кислоты и все. С утра огурчик. У многих отдыхающих пропал голос, у меня очень сильно ломило горло. Ну, скорее всего, это был новый вид гриппа, по-модному названному омикрон, так как похожие симптомы повально были у многих здесь, в России. Пандемия и масочный режим широко шагали по стране. Напомню, это январь 2022 года, а уже 24 февраля Путин одним движением вылечил всю Россию. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Вирус улетучился за один день, а вместе с ним из телевизора исчезли Голикова со своей вакциной и Попова с ревакцинацией. Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Вот такая канитель. Жили мы не очень сильно тужась. Прошлое прошло и извиняй. То, что раньше мы считали ужас, был не ужас, а вообще хуй. Все в сравнении, конечно, познается. Не на что сегодня опираться. Воевать послали юных поцев. Ой, простите, на спецоперацию. Кончилась эпоха, сказал мой корешок. Так-то жили плохо, но как-то хорошо. Так же хорошо мы плохо жили. С ребятами познакомились уже, которые дали нам телефон одного чувака, который сделает обзорку другого чувака. Но уже все расписано, они, видимо, такие популярные. Из дома за 230 можно найти, здесь за 150. Но уже все расхватали до 25 числа. Хотели просто прокатиться по острову. Вот и думаем. Я написал одному, второму. Один сразу отказался, говорит, уже занят, а второй молчит. У него даже аватарки нет. Ну что, надеюсь, путешествие начинается? Но мне тут вообще гиды просто нравится. 2 ключа на дверь дали, 2 на полотенце. Такая штука, номер 1405. Идем за полотенцами и на пляж. Это он за территорией. Вышли мы с территории, вон наш отель. Сколько идти тут? Метров, 400 пускай, ладно, идти не мне. И вот пляж. Just run. Вот это вот можно есть. Почистить надо. Будем пробовать. Как стекловато. Ты уверен, что это можно есть? Знаешь, похоже на боярышник, только все вроде на Место
Место преступления надо снять. 2 телефона стырили у людей. Кустов, что ли, вышли. Тоже кладет в кусты свои вещи. Класть надо вот сюда, на видное место. Начался у людей отдых. У нас родилась идея. Мы завтра в 7 утра идем в кусты. Одного человека кладем. На него кладем все наши телефоны, деньги. Как приманка. Кредитки. И сами прячемся. Все золотые цепочки. И ждем этих гадов. И все. Вот такая идея. Но это у нас идея после Рома появилась. До этого было не так. Сорян. Видеообращение будешь делать? Думаю, вот это сегодня место для записи видеообращения. Тема обращения можно? Ну, блядь, первый день в Венесуэле. Всем буэнос диас. Ребята, вот первый полноценный день в Венесуэле. Остров Маргарита. Это остров ветров. Поднялись на маяк. Вот так вот он. Безопасность тут такая на уровне. Ну, скажу так, ребята, море шикарное. Вот реально море шикардос. Море шикардос. Вот смотрите, какие... Не зря, конечно, Америка Веспуччи назвал это маленькой Венесуэлой. Хорошо здесь, хорошо. Просто вот больше нечего добавить. Пеликаны тут летают. Вот, и еще раз, вот наша группа. Самый безопасный маяк на этом острове. И вам большой привет. Короче, только испаноговорящие, ребят. Качайте переводчиков. Бортовары. Кузал. Бомбарбье. Кергуну. Ничего никто не понимает, как в Мексике. В Мексике еще, кстати, лучше. Английский понимают более-менее. Наверное, из 10 человек 2, а здесь вообще никто. Вот о чем я говорил. Вот только вот такие коктейли. Сколько тут? 4. Да, cerveza 4. Она говорит, да просто они в любом случае... Ну так все в пластмассовых стаканчиках. Пиво, моча, ну, халява. Да, Макс? Все приятно за 52 500. Не смотри, прямо из бутылочки. Из бутылочки, ну-ка, из бутылочки. Из бутылочки. Cerveza. 0,22, вот я как и говорил, оригинал. Сулья. Окей, сейчас градус сколько? 330? 4,5, и здесь 4,5, да, вот оно градус. Верный медведь. Да. Все получается? Буэнос диас. Буэнос тарес. По организации. Слышь, такие обсуждают по организации. Все правильно устроено. Смотри, по организации все правильно устроено, Дмитрий. В местном магазине был приобретен дипломатика. Кстати, дипломатика у них называется такой же, как Батукал вот с мужиком. Пьем, пытаемся познать вкус Венесуэлы настоящий. Вот это, кстати, тема под напряжением. Везде. Прикинь, чтобы не перелазили. Бутылочек наклеили. В общем, пошли искать магазинчик в деревню, ведь где-то местные отовариваются. Сидят целыми днями на улице и бухают. Совет с собой привозить только мелкие доллары, не то что единственный правильный, скорее удобный. Когда в магазине отеля со скудным ассортиментом мы купили ром и нам дали сдачу ментосом, я это понял. В других магазинах давали сдачу долларами. С нашими рублевыми картами здесь не вариант. Во-первых, двойная конвертация, во-вторых, официальный курс $1 5 боливаров. А к моменту выпуска фильма про них вообще можно
можно забыть. На черном рынке за $1 давали 250 тысяч. После очередной денежной реформы убрали еще нули. Кажется, остался 1 к 50. Не выяснял, но на острове боливары не в ходу. Провожатый ведет нас в магазин. Такой сладенький. Макс говорит, они везде. Макс, ну разве они везде есть? Конечно. Какой кошмар, ребят. Я вот не ожидал. Мы на $5 в коллекцию набрали по 20 бумажек всевозможных номиналов. Миллионы, тысячи, хотя красная цена им $1. Ребята, это сложно понять, но когда-то за $1 можно было купить цистерну бензина. Хотелось бы попасть сюда раньше, когда расчет был в боливарах и можно было за копейки посетить около 15 островных государств. Сейчас все изменилось, а после того, как сюда потянулись россияне, расчеты стали в долларах и ценник не такой дешевый, как я ожидал. Покажи, 10 сигар за сколько мы? За $2. За $2. Ну, из банана, конечно. Из банана, ну и хрен. Хотите напиться, идете по улицам, просто идете, улыбаетесь, все наливают ром. Правда, белый, дешевый, но все наливают, предлагают. Просто халява. Через пяток улиц будешь нормально себя чувствовать. Мы отказались. Мы будем сейчас делить наши миллионы. Заработали за $5. Охренеть, где миллионы? 50 лет. 50 миллионов, вот 50, 500 миллионов, пол-ярда были. Ребята, опять фильм получится алкогольный. Вы простите меня, пожалуйста. Вот он, ромчик, который интересный. Выдержка то ли 4, то ли 8 лет. Ром произведен в Венесуэле, а разлит по бутылкам уже в Италии. Вкус карамели, который добавлен еще как и краситель, отчего он был самым темным из всех, а также ванили, меда и орехов. Мы взяли не подарочный вариант, который продается в чехле из натуральной кожи. В дальнейшем стоимость буду указывать от и до, где нижняя цена итог торга в местном магазине, не туристическом, хотя они очень плохо скидывают. А верхняя цена – это та, которую довелось увидеть где-то еще. Возможно, дьюти-фри или маркеты, не вспомню. Этот ром от 15 до $20. У нас дома вот это называется батукал. Причина двойного названия регистрации прав на торговую марку. Слово «дипломатика» в ряде стран было занято, и для этих стран он батукал. Выдержка 12 лет. Сначала ром отдыхает в бочках из-под бурбона, после чего перемещается в бочки из-под шотландского виски. На этикетке портрет Дона Хуана Нието Мелендеса, или просто Дона Хуанчо, уважаемого аристократа 19 века, страстного поклонника рома, неутомимого исследователя вкусов и коллекционера редких напитков. Дипломатика резерва, 8-летний, запеченная вишня и нежные оттенки ванили и меда. Именно такое у него послевкусие. Давайте, я чистоган. И потом сигарочкой. Все, сигарочкой отполирую. Ну, здравый, первый день успешной прогулки. 2 мужиков, правда, мы сегодня уморили. Да я устал, сейчас говоря, но Володенька молодец. А зачем они вообще пошли? Чего им надо было? Они думали, дешевле все будет. Еще дешевле? По $2. Они даже за 7. Слушай, но в интернете написано. Я тоже шел, в принципе, за результатом. На заборе сам Не согласен. Потом везде сводил. Хали-гали, парадропер. Нас с тобою было супер. Супер 8. Хали-гали. Мы с тобой везде летали. Нам с тобою было супер. Супер 8. Хали-гали. Мы с тобой везде летали. Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет: напивайтесь, полезно.
Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой. Тому и дорогой, что очень полезный. Я не понял, вы вообще ложились? Кто? Вы что здесь делаете? Кино тоже кончил? Второй день, а вы все здесь жрете. 10 минут и выходим. Да. 10 минут бром наливаем. Быстро, быстро. Все делаем. А куда? Вот Я против вот этого утреннего алкоголизма. Я лично против. Ну наливайте. Так, какие у нас планы, расскажете? Да, конечно же, у нас план. У нас сегодня обзорная экскурсия с вами до полуострову. Постараемся увидеть максимально интересные места, рассказать, показать я вам. Ну, я так понимаю, что у вас как-то необычно. Валентин мне сказал, что вы хотите побольше пляжей. Да, нам надо посмотреть, грубо говоря, максимум, нам не надо стать купаться там. Мы искупаемся, сели, уехали. Вот прям такой. А мы купаться-то и, в принципе, нигде не планируем. Все, тогда мы смотрим, какие пляжи, а потом сами думаем, возвращаемся на него, не возвращаемся. Ну, типа того. Как я уже говорил, в Телеграм и у ребят нарыли пару телефонов русских гидов, так как прокатных контор рядом мы не нашли. Видели только покосившиеся домики, где они когда-то были. А в аэропорт и на специальную улицу в Парламаре корячиться не хотелось. Правда, под конец отдыха узнал, что в 5-звездочном отеле Хесперия, который рядом с нашим, есть столик проката. Так, вон пятерка Experience, там, оказывается, есть прокат. Ценник, наверное, по-любому больше, но... В любом случае не ехать в Парламар. Такая же холодная вода, как и у вас. Если у вас там волна вот эта вот все-таки, у них здесь нет практически волны никакой. Минус, они отсюда никуда не могут выйти. Если вы вышли и пошли на Сарагосу, там такси, эти никуда выйти не могут. Они вокруг здесь, они как в резервации. В общем, позвонили, у всех был полный аншлаг на неделю вперед, но я нашел волшебные слова, и гид Валентин попросил покатать нас свою девушку Лену, которая здесь уже 11-й год. Можно, конечно, подойти и к таксистам, и за $100 они прокатят по острову, по вашему маршруту. Таксисты вот здесь стоят, у нас таксист очень удобно. Если куда-то в ресторан едете, обязательно берите у него телефон, либо договаривайтесь на обратную дорогу. Окна все затонированы на глушняк, перед, зад. Амиго! Но это будет молчаливая езда на машине, для которой словосочетание техническое обслуживание, хаотичная расстановка букв. Плюс по-английски они не бум-бум. С Леной это было информативно, интересно, и многие мифы о Венесуэле распались на атомы. Кстати, о таксистах. Русских гидах они гоняют и сразу звонят в полицию, типа не лицензированные. Хотя такого понятия, как лицензия, здесь пока не существует. Лена забрала нас 4 на джипе, а несколько бутылочек пива из переносного холодильника был прекрасным бонусом. Первым делом завезла на ближайший пляж, который единственный на острове принадлежит кому-то, остальные общие. Там же магазин, из которого мы потом практически не вылезали. Да, вот это. Да. Слушай, отлично. Слушай, а что, какой вот еще местный хороший ром вот на таком уровне? Просто они по вкусу как бы... Кстати, смотри, такой хороший, я вам проведу еще немножко это самое. Конечно, некоторые берут в подарок вот в кожаных мешочках, да? Вот этот вот анниверсарий. Отлично. Мы вот это попробуем, тоже нормально. Это 15, он в коробке. Этот же ром, который, если вы берете вот эти мешочки кожаные. Он 17, в мешочке, я понял. Самый старый завод считается Санта-Тереза, 1796 года выпуска. Это уже, конечно, коллекционный ром. Это сургучевая печать, он в таком, ну 15, да. Он в тубусе, он такой, ну, красивый, у него... Да, я вижу, да, вот мы такой, я вчера хотел взять и выбирал, думаю, какой попробовать, этот или этот, я понял. Это уже коллекционный, это уже идет так же, как и вот этот, и вот этот. Но мы должны коллекционный попробовать, мы же не зря сюда приехали. Потому что несколько видов существует, несколько заводов рома существует, да. Слушай, а вот... Это косики, в переводе вождь. Есть тоже ром, да? самое, этот считается мягкий ром, а другие говорят, нет, ром должен быть как вождь, как косики. Ну понятно, нет, жестче.
Ну тоже ничего, да? 12 лет, смотри, 8. Карупана не надо, не смотрим. Не надо, да? Хотя Карупана выиграл серебряные медали позапрошлом году. Серьезно? Но тот, который 18-летний. Это голубой тубус есть. Слушай, а вот это лучше, да, попробовать? Косека. Косики, вождь и А вот чего так Санта-Тереза. тоже это, да? Это все. Нет, вот это вообще не рассматривается. Вообще, да? Да. Красивый тубус, но не рассматривай. Это ты имеешь от вкусовых качеств, да? Ага. Это бархатный шоколадный, такой О, не супер. Это субселекцион. Отлично. Вот эти некоторые очень Это 35, наверное, оборот. Это $8 стоит здесь. Слушай, отлично. По-моему, сига около 9 будет. $6 50 килограмм. Это 42% типа молочный. А вот самый горький шоколад. Это $3 по это самое. Ага. То есть вот эта штука стоит $3, да? А молочный Да, какой? здесь Вот такой. Вот. Нормально. Тяжеленький, да, Это такие? 70 Охренеть. Это самое. Вот, кстати, А спасибо. Я как раз и люблю вот такой вот. А кофе? Здесь кофе нет. Есть, но оно говно. Да? А какой скажешь, что это? Да? Магазин, остров в честь испанской принцессы Маргарита Австрийская. Это официальное название, оно в Википедии. Порадовали посты с полицейскими. Основных 2 я не снял, а жаль, конечно. Зрелище забавное. На стульях сидят несколько полицейских. Мы подъехали, опустили окна. Это обязательное условие, так как все машины затонированы наглухо. Они, не вставая, посмотрели, улыбнулись. Мы поехали дальше. По пути слушаем рассказ об острове. На все мои вопросы было: да где вы все это берете? Мой ответ из интернета вызывал лишь улыбку. Когда мы в 3-й раз проехали на красный, я забеспокоился. На 5-й уже спросил: А что, так можно было, что ли? а вот сейчас мы едем по встречной, улица односторонняя. Откуда знаешь? Знаков нет вообще, как, собственно, на всех дорогах. Ответ «знаю, потому что живу здесь» уже не удивил. В общем, правило одно: если никому не мешаешь, езди как хочешь. Запомните 2 слова: транкила и маньяна, то есть расслабься и завтра, которые описывают их стиль жизни. По ним они живут на полном серьезе, не понимают и считают несчастными людей, которые суетятся. К примеру, если вы вызовете сантехника, это не значит, что он придет сразу. Может пройти и неделя. На ваши нервные вопросы ответит: ну я же пришел. Один из моих вопросов был про грабежи, убийства и кражи. Все, чем пестрит интернет. Дело все в том, что статистика об ужасной криминальной обстановке связана с малой раскрываемостью. А причина проста. Семья для венесуэльцев – это главное. И они большие. В ней есть и прокурор, и полицейский, и воришка, и наркоторговец. И когда она мне рассказала, что в Баррио, неблагоприятном районе, который есть и на острове, тиснули телефон у сильно пьяного русского туриста. Идет, светит дорогу, уснул в итоге где-то. А для Пегаса это вообще бальзам на душу. Ничего не происходит. А как втюхивать страшилки, продавать дорогущие экскурсии? И тут такая история. Короче, с утра они заявили в полицию, и им на следующий день вернули телефон. Я сделал вид, что удивился, а сам про себя подумал: ну да, ага. Рассказывай. Помните о паре, у которой сперли телефон на нашем пляже? Им вернули телефон в тот же день. Правда, на пляже теперь постоянно сидела полиция. Лена, прости, не поверил. А мы сейчас на северной части острова и направляемся на форт Фортин де ля Галера. Этот форт расположен в город Хуан-Гриего. Он назван в честь грека. Гриего — это грек по-испански. И который потерпел кораблекрушение вот в этой бухте. Справа в честь него назвали эту бухту саму и город, который расположился вокруг этого острова. Такой маленький, мне казалось, что это прям крепость. Это нет, этот форт, здесь никаких боевых действий не проводилось, не происходило. Этот форт больше предназначался как для защиты со стороны моря, этой части северной острова Маргариты, ну и города Хуан-Гриего. Американцев любят. А русских любят тоже? Или не такой любовью? Американцев. А за что? Они же это все устроили, вот этот бардак. Сейчас все расскажут. Это Хуан-Гриего. Вот эта центральная улица. Достопримечательностей на острове очень мало. Пару фортов, музей, в который свалили все, что было на острове. Типа как жили до. А слева какой-то монастырь, да, или что? Это музей. Это музей. Музей, краеведческий музей. Там уже как склад. Конечно, немножко интересно, но уже перебор. Мы в него можем, если мы не поедем на
смысле, что это у нас такое? Это лагуна огромная, из морской воды. Там растут эти мангры. И $35 за всех. Это экскурсия лодка. Полностью мы сели в лодку, и нас катают по каналам, нас высаживают на этот пляж, мы там едим устрицы и возвращаемся. На той же лодке? Да. Ну. Полчаса. Там же с экскурсией. Там 49 каналов. Мы приехали в национальный парк Ла-Рестинга. Мы плывем на пляж, самый длинный в Венесуэле. Протяженность 27 километров, по-моему. Там устрицы. $1 доллар. 2600 километров этот парк, состоящий из морской воды. Пиво. Обмен от 2 бутылок $1, 5 пустых бутылок $2. 0,222 бутылки. Вот они. И растут они на белых и красных. У белых и красных мангр корни сверху вниз. А вот впереди представитель черного мангрового дерева. Вот этот ёршик, это корни. Ага. У него корни снизу вверх. Плая ми интерна амор. Площадь моей близкой любви. Дело в том, что 49 каналов, и все они названы таким любовным подтекстом, названием, где-то слово присутствует про любовь. Есть здесь такая легенда, что парочка влюбленных заблудилась на лодке, и всю неделю она плутала по этим каналам, не могла выбраться. И они питались, естественно, чем, что здесь есть, устрицы. Вот они, да? Вот это устрицы, да? Да, а устрицы это для мужчин что? Артесида. И поэтому называли названия, такие названия и получились. Вот такая существует здесь легенда. Вот. А этот канал называется канал Дель Бесо, канал поцелуя. Здесь все целуются, а я фотографирую. Рыбалка и охота, конечно же, запрещена, так как это национальный парк. Эти все вот на корнях устрицы, они все внизу. И только здесь их собирают, и потом уже ходят, предлагают по всем пляжам. Я так понял, у нас эксклюзивный маршрут, а они какой-то пошли другой дорогой? Дело в том, что вот то, что вот этих возят, это возит Пегас. Вот посадили просто в лодку с рыбаком, и они не будут выходить на пляж. Они туда не доезжают. Это представители черных мангровых деревьев. А я думал, вот такие торчат просто, если увидишь, какие корни. Это черные мангры. Черные мангры. А которые торчат вот этими кусками, это как? Которые сверху вниз, это белые и красные. А вот канал называется Мария Гуавера. Ни разу цапля не появилась. Значит, кто-то у вас счастливый очень. Красавец. Именно серая. Она из красной. Да, такая прям... Замерла. Как называется? Это редкость, да? Да. Обалденно. Дай дыхнуть.
узнал, что есть два периода в году, когда лучше воздержаться от поездок на остров. Это связано с большим количеством венесуэльцев, приезжающих на Маргариту во время праздников Карнавала, неделя в конце зимы, и Семана-Санта, неделя весной. Гостиницы и пляжи переполнены до отказа. С июля по сентябрь на острове почти нет ветров. Влажно, жарко и душно. Лучшим периодом для любителей серфинга считается месяцы с ноября по май. То, что Венесуэла для венесуэльцев, я понял уже в отеле, когда Дима пытался заказать песню в караоке. Пока местные не напились, наших не пропустили. Это касается и ресторанов, деньгами их не возьмешь. Но они очень приятные люди, стараются всегда помочь, провожать до места, если не понимаешь, куда идти. Если увидят, что машина стоит на обочине, остановится, причем не одна машина. По фруктам на улицах разнообразия никакого, кокосы, манго и уже мягкие. Хотя, возможно, я их не замечал, так как особо не ем. Если увидят у вас пачку сигарет, расстреляют быстро, берут сразу по 2. Домики, здесь 73 жителя всего. И чтобы добраться до них, ну это надо очень далеко, вот в окружную, около 3 часов. А он единственный такой с ракушечкой, да, вот этот пляж? Да, это единственный пляж. Здесь всегда волны. Даже плавать не будем. И опасно, и времени нет. Владимир, как вам? Очень вкусненько. Она солененькая, прям... Я вообще от морепродуктов балдею. Это мое. Я думал, когда первый раз попробовал, что меня, как все рассказывают, стошнит. Нифига. Да нет, ну почему? Это весь вопрос, как к этому... Это, ты понимаешь, когда первый раз знакомишься, ты не знаешь что. Если ты уже первый раз съел, то потом ты уже... У тебя... Причем вкус другой. Нет, который я пробовал. Вот это прям свежак, да? А теперь, ребят, ну как бы я немножко вам поясню, что мы едим эти устрицы и как их вообще. Были рестораторы с Москвы. Ну сейчас я видео закончу. Да? 4 тарелки, $4. Тарелочки по 12 устриц. Шикарные устрицы. Просто бомбино. Бомбино. Пока плывем обратно, немного информации. Остров Маргарита относится к Нуэва-Эспарта, одному из 23 штатов Венесуэлы, который, естественно, имеет флаг, герб и административный центр. Температура круглый год 30 градусов. Понятий зима и лето нету, только местные чувствуют колебания температуры в 1-2 градуса. Остров беспошлинной торговли, о чем свидетельствует красная полоса на всем алкоголе. На пиве такая полоса на крышке. Пляжи широкие и очень красивые, но волны разной величины и силы. Есть бухточки с тихой водой, но их мало. Даже мои 100 килограмм пару раз у берега швырнуло, будьте аккуратнее. Пляж Эль-Яки – идеальное место для любителей серфинга и виндсерфинга. Его уникальность состоит в наличии постоянно дующего ветра и волн. Похожие пляжи Плая Гуакуко и Паргито. Они стали местом проведения международных соревнований по серфингу. Оказывается, 25 без пляжа, а 30 с пляжем. Вот так вот, да. Я специально остановил ровно посередине, разделил фильм час 20 по 40 минут, чтобы посмотреть вовлеченность моей аудитории, а именно моих конкретных подписчиков. Давайте сделаем так. Если мы наберем 200 лайков и 50 сообщений, любых, нравится, не нравится, смайлики, что угодно, я выложу вторую часть хоть завтра. Я, конечно, ее выложу в любом случае, но через пару недель. А это я сделаю завтра. Я просто так пойму, что вы досмотрели до конца, что вам нравится. Потому что я знаю, как это происходит. 40 минут люди вообще почему-то не вытягивают. Поставить на паузу, в туалет, кухня, покурить. Ой, завтра досмотрю. Поэтому, как договорились, собираем эти цифры, выкладываю хоть завтра. Пока.